Друзья мои, всем доброго времени суток. Я рада приветствовать вас на своем канале «Энергия Таро», где на картах Таро мы разбираем запутанные дела, истории, делимся полезной информацией через карты Таро. Сегодня наш расклад будет посвящен интересной и очень необычной истории. Это личность одного блогера, Валерии Чекалиной, она же Лерчик, которая связана с громким делом о неуплате налогов в несколько сот миллионов рублей и вывозе валюты в особо крупном размере за границу. Уголовное дело, которое возбудили против Валерии Чекалиной, сейчас на данный момент приостановлено в связи с ее диагнозом рак желудка 4-й стадии. Но больше всего нас интересует не это, а то, как человек, который находится в терминальной стадии рака, после тяжелейших пройденных курсов химиотерапии, к слову сказать, сейчас у него была 5-я химиотерапия, оказывается в элитном фитнес-клубе и умудряется выполнять там силовые упражнения. Почему уголовное дело на сотни миллионов загадочно заморожено? Действительно ли большую роль в приостановлении дела сыграла именно болезнь Лерчик? И является ли болезнь Чекалиной реальным заболеванием? Или все то, что нам показывают, это хорошо срежиссированный спектакль, который выгоден для Лерчик? Давайте разбираться. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 13 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро помогаю вам разобраться в запутанных вопросах и ситуациях в вашей жизни. Если вам нужна моя помощь, и вы хотели бы заказать у меня обряд или расклад, напишите мне в личку, которая указана под любым видео на канале. А если вы сами давно хотите окунуться в мир Таро и изучить карты, но не знаете, с чего начать, и уверены, что это сложно и не всем может быть дано, посмотрите этот небольшой ролик и убедитесь, что это просто и доступно абсолютно всем. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Валерия Чекалина, более известная как Лерчик, девушка, начавшая свой путь через блог о материнстве, которая впоследствии продавала свои курсы в Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации, как фитнес-тренер, что сделало ее настоящей звездой. Чекалина также выпустила свой косметический бренд, который охотно выкупали ее фанаты, и крутила колесо фортуны со своим мужем Артемом Чекалиным. Вследствие колесо фортуны Лерчик назовут мошеннической схемой, где люди оставляли огромные деньги, на которых семейство Чекалиных, собственно говоря, и разбогатело. После истории о том, что Лерчик со своим мужем Артемчиком, как его прозвали в социальных сетях, не оплатили государству со своих доходов огромные налоги в 176 миллионов рублей и вывезли за границу крупную сумму в валюте, на Лерчика и Артема завели уголовное дело, и семья Чекалиных оказалась под домашним арестом. На фоне следствия, ареста и бытовых ссор пара разводится в 2024 году. Но у Лерчик довольно скоро появляется новый мужчина. Это ее преподаватель по танцам Луис, от кого она беременеет 4-м ребенком, прямо перед арестом. Совпадение ли это? Но затем приходят шокирующие новости. Сразу после родов Валерия ставит диагноз рак желудка 4-й стадии со множественными метастазами. И тут, о чудо, на фоне диагноза все судебные процессы останавливаются. 176 миллионов рублей вдруг внезапно оплачивает для Лерчик неизвестный человек. Не знаем, что это за человек. И тут вроде бы можно выдохнуть.
Однако не все так просто в этой истории. И можно ли в нее верить, если на фоне диагностированных заболеваний, рака 4-й стадии, слепоты на один глаз, разрушенных 2 позвонков и потери возможности ходить, Лерчик запускает свой косметический бренд, новый косметический бренд, где позирует в прекрасном настроении и замечательно выглядит. И уже через пару недель выполняет силовые упражнения в элитном фитнес-клубе. Интересно, не правда ли? Мнения, конечно, разделились на 2 лагеря, как это обычно бывает. Кто-то говорит отстать от больной Лерчик, что вы говорите о ней, девушка болеет и так далее и тому подобное. Кто-то уверен в новой мошеннической схеме Лерчик. Но если это новая схема, для чего именно она нужна? Какая цель? И цель ли это самой Лерчик? И кто за этим стоит на самом деле? Давайте мы с вами узнаем сегодня. Сегодня с нами карты Deviant Moon, Безумная Луна. Здравствуйте, карты. И первый вопрос будет звучать таким образом. После запуска своего косметического бренда, своего первого косметического бренда, Чекалины проводили для покупателей своей косметики розыгрыш, который именовали «Колесо фортуны». Суть акции состояла в том, что после покупки товара можно было прокрутить колесо и выиграть приз. Хороший приз. По словам покупателей, Чекалина обещала крупные призы, такие как автомобили, квартиры и смартфоны. А по итогу тот, кому все-таки улыбалась удача, получали видеогайды и скрабы из этого же самого бренда, которые они скупали в огромных количествах. И так, и без этого. В надежде выиграть, покупатели, конечно, скупали там буквально килограммами, она говорила им покупать, кому-то даже не нравилась эта косметика, очень много плохих отзывов на эту косметику, но тем не менее. В 2023 году покупатели обвинили Чекалину в мошенничестве и заявили, что с помощью колеса фортуны Лерчик вымогала у них деньги и заставляла покупать ее косметику. Так вот, вопрос напрашивается. Колесо фортуны Чекалиных. Чья это идея? Кто был основным мозгом этой схемы? Потому что ничем иным, как схемой, я это назвать не могу. Это уже провозгласили мошеннической схемой. Колесо фортуны Чекалиных. Чья это идея? Кто был основным мозгом этой схемы? Сама Лерчик придумала это колесо фортуны. Кто-то еще, помимо Лерчик. Или Артем Чекалин тоже в этом участвовал каким-то образом. Вот Артем Чекалин вообще фигура, которая является жертвой, я бы даже могла сказать. Конечно, жертвой его никак не назовешь, потому что он жил на деньги покупателей их бренда, но тем не менее. 8 мечей говорит о том, что он был завязан по рукам и ногам. Вполне возможно, что у Чекалина были какие-то долги. Может быть, были еще какие-то аргументы для того, чтобы участвовать во всем этом спектакле, во всей этой мошеннической схеме Лерчик. Потому что самое первое и самое главное, это, конечно, выходит Лерчик. Лерчик – это мозг операции. Здесь король мечей именно Лерчик, потому что мы задаем вопрос про нее. Валерия Чекалина. Является ли мозгом операции? Абсолютно точно. И у нее кто-то еще на подхвате. Кто-то на подхвате – это Артем. То есть она выходит у нас как фигура мужская, воздушная стихия. Вполне возможно, что она воздушного знака зодиака, но король мечей – именно ее характеристика личности. Участвовал ли кто-то еще в этом? Да, карта дьявол. Дьявол, хотя отрицательный аркан, но тем не менее он здесь говорит о преступлении или о преступнической схеме, которую для Лерчик кто-то не то чтобы придумал, потому что все-таки мозгом операции является она сама, которую для Лерчик кто-то структурировал, систематизировал, скажем так, давайте так. Есть какой-то стратегический продюсер у всего этого действия, у вот этой мошеннической схемы с колесом фортуны. Есть сама Лерчик, которая все это изначально придумала, но продумал кто-то другой. А Артем такое ощущение, как будто, чего ж делать? Я тоже как-то выступлю в этом, я тоже как-то помогу в этом колесе фортуны, потому что у меня такие обстоятельства. Вот здесь какие-то обстоятельства у Артема, которые не дали ему не участвовать в этой схеме. Вот как-то так. Ни в коем случае мы сейчас Артема не обеляем, просто говорим как есть. У Лерчик изначально был умысел не дарить вот эти хорошие крупные призы, автомобили, машины, смартфоны по своему розыгрышу колеса фортуны. То есть она изначально знала, что она людям будет дарить какие-то дешевые подарки. Я правильно понимаю? Был ли умысел изначально? Сразу выходит король мечей. Снова, вот сколько мы не мешали, снова выходит она, снова умысел, мысли, умысел. Это все мечи. Мечи, когда мы заранее продумываем какую-то определенную стратегию. Но напомню, что вышел дьявол, стратегию продумывал кто-то другой за нее. У нее просто возникла эта замечательная, в кавычках, идея. Кто еще, помимо четы Чекалиных, участвовал в запуске колеса фортуны? Потому что есть кто-то еще, какое-то третье лицо, какой-то мужчина. Причем мужчина, который не безразличен был Лерчик, либо она ему была не безразлична, потому что здесь выходит король кубков. Но король кубков здесь очень интересный, потому что у нас девиантная колода, и король кубков нам говорит о том, что он преследует исключительно свои интересы. Даже несмотря на то, что вполне возможно Лерчик ему нравилось. Ему нравилось само состояние, в каком он пребывает, когда помогает им. Вполне возможно, что да, они платили ему хорошие дивиденды, деньги, потому что король у нас здесь непростой. Он одет во все фиолетовое, а фиолетовое – это признак богатства, это признак знати. В средние века это признак знати. Поэтому король кубков у нас здесь еще и богат.
Интересный такой момент. Сейчас Валерия Чекалина находится в отношениях со своим хореографом Луисом. Не были ли они уже тогда знакомы с Луисом? Вот этот третий человек, вот этот король кубков, который помогал Лерчик и Артему в запуске колеса фортуны. Это случайно не Луис, который является партнером Лерчик сейчас абсолютно точно. Да, причем он является не только мозгом операции, потому что все-таки продумал это все Лерчик изначально, но он является стратегом, причем очень умным, хитрым. Карта Иерофант здесь говорит о том, что у этого человека есть козыри в рукаве, и у этого человека есть люди, которые его слушаются, то есть он манипулирует массами, он умеет это делать, карта Иерофант. Поэтому с Луисом хочу сказать, что они были знакомы еще до, то есть они уже тогда думали вполне возможно об отношениях. Король кубков нам об этом говорит. И поэтому Луис был уже тогда в их схеме, когда они были с Артемом еще парой. Идем дальше. Правоохранительные органы, вообще в принципе силовые структуры. После обвинения, когда покупатели обвинили Лерчик в 2023 году в мошенничестве, они как-то заинтересовались деятельностью Лерчик? Или им интересно было только то, что она налоги им не платила? Вот мне интересно. Они обратили внимание на этих блогеров, о том, что они мошенники. Правоохранительные органы, иные силовые структуры. После обвинений, посыпавшихся на Лерчик в 2023 году от ее покупателей, заинтересовались ли правоохранительные органы деятельностью Лерчик? Обратили ли внимание на этих блогеров? Нет, нет, нет. Обманывайтесь, обманывайте дальше. Карта четверка мечей, во-первых, это отрицательный аркан. Плюс обратите внимание, как одет человек на карте. Человек на карте одет в шутовской наряд. Обманывайтесь дальше, обманывайте дальше. Главное, чтобы нам это не мешало. Давайте еще одну карту вытянем. Правоохранительные органы и иные силовые структуры. После обвинений, посыпавшихся на Лерчик в 2023 году, заинтересовались ли их деятельностью, обратили ли внимание на этих блогеров. Карта Солнца. Карта Солнца – это чтобы всем было хорошо. И нам хорошо, и вам хорошо. Главное, не обожгите нас. Четверка мечей плюс Солнце говорит о эгоизме, эгоцентризме, о скрытом эгоизме, вполне возможно. Эгоизм заключается в том, чтобы нам было хорошо. Вот если вы нам все доплачиваете, или если вы нам все уплатите как нужно, то, соответственно, мы вас трогать не будем. И вот, наконец-то, у них появляется огромный долг в 176 миллионов рублей. Соответственно, только после этого все зачесались. И все обратили внимание на этих блогеров. Идем дальше. Несмотря на уголовное преследование, домашний арест и развод с Артемом, Лерчик вновь заводит отношения со своим хореографом, с тем самым Луисом, которого мы сейчас недавно с вами обсуждали, и беременеет четвертым ребенком. Четвертым ребенком перед арестом, перед судом. То есть ее должны были уже арестовать, судить, как сейчас вот судили Артема, до него мы еще доберемся. Здесь важно понять, что это было перед судом. Поэтому я хочу задать вопрос, он просто напрашивается. Беременность Лерчик четвертым ребенком. Это запланированная беременность, ну вот они хотели ребенка по любви, потому что вот любовь у них такая великая. И поэтому они его родили, поэтому они забеременели. Так получилось, да, что перед судом. Или же это беременность запланированная специально, чтобы уйти от уголовной ответственности. И то, и другое. Здесь такой момент. Карта умеренность показывает нам очень спокойные, умеренные отношения. Такое ощущение, что страсти здесь... Ну, я не вижу здесь страсти в отношениях. Почему-то я не вижу здесь в отношениях страсти. Очень ровно, очень спокойно, очень рассудительно. Такое ощущение, как будто люди уже друг с другом живут лет 10. Когда 10 лет, страсти утихли, и они друг с другом во всем соглашаются, и друг с другом взаимодействуют таким образом, что они удобны друг другу. Понимаете, да? Карта умеренность, да, в принципе, она ребенка хотела. Здесь как раз-таки умеренность переливает из пустого в порожнее. Обратите внимание, что колбочки, чашечки похожи на женские и мужские половые органы. И, соответственно, здесь говорится как раз-таки о деторождении, о слиянии мужского и женского. Но карта звезда нам еще говорит о том, что это планы, это мое желание. В моих желаниях, в моих планах, чтобы свершилось то, о чем я думаю. Карта звезда заранее, давно уже запланированный ребенок для того, чтобы, ну да, ребенка я люблю, конечно, но для того, чтобы уйти от уголовной ответственности в том числе. А чья это была идея? Запланировать ребенка таким образом, зачать его, чтобы он родился именно перед судом, именно перед арестом. Чья это была идея? Мужская фигура у меня выходит. Мужская фигура, причем мужская фигура рискует очень. Так очень рискованно. Может получиться, а может не получиться. Паж жезлов, причем это не Луис, это не Лерчик, это не их идея, а это идея кого-то со стороны. Такое ощущение, что у них есть еще продюсеры, стратеги, которые, понимаете, да, которые продюсируют все это, то, что сейчас происходит, и вообще их канал. Блогеров всегда продюсируют, особенно блогеров-миллионников, когда у них уже много миллионов подписчиков, у них есть свои продюсеры, которые им говорят, что им делать.
и какой контент им снимать. И вот такое ощущение, что здесь есть человек, достаточно мелкий в каком плане? В том плане, что это не Лерчик, не Луис, а кто-то вот подсказал им. Но ощущение такое, что было очень рискованное мероприятие, потому что можно было не забеременеть. Можно было не забеременеть, но, допустим, выкидыш мог случиться. Ну, все что угодно могло быть. То есть это рискованное мероприятие. Здесь паж жезлов идет на ходулях по тонкому льду, он рискует провалиться. Вот как-то так это было, друзья мои. Хорошо, ну давайте все-таки мальчик родился, зовут его Даниэль. Все, надеюсь, с ним хорошо. Давайте посмотрим по его здоровью, что на сегодняшний день у этого ребенка. Потому что паж жезлов мне еще не очень нравится, потому что паж жезлов мелкая карта, карта ребенка. Вполне возможно, что здесь что-то не то с ребенком. Потому что, еще раз повторюсь, паж жезлов, человек рискует, идет по тонкому льду. Понятно, что им кто-то посоветовал так сделать, но хочется узнать, что с ребенком. Потому что здоровье ребенка превыше всего. Ребенок не виноват в том, что происходит сейчас с Лерчиком. Здоровье мальчика Даниэля, которого родила Лерчик. Здоровье на сегодняшний день. Вот я же говорю, что что-то не так. Император. Кто-то подминает под себя скипетром золотого бычка. Золотой бычок – это символ состояния, благополучия и финансов. Но не только финансов, а еще благосостояние. Мое благосостояние зависит от этого ребенка. Или вообще, в принципе, от детей. Как хорошо, что я родила этого ребенка, потому что так случилось, как случилось. И меня не забрали, меня не судили, меня не арестовали. Еще плюс ко всему ребенок посодействовал. Не только ее болезнь. Вот здесь вот, опять-таки, да, про болезнь Лерчик узнала, когда она рожала ребенка. И опять-таки этому посодействовал ребенок. То, что она ушла от уголовной ответственности. Вот здесь император подминает скипетром золотого бычка. Золотой бычок – это тот же самый ребенок. Император – символ власти. Символ благосостояния в том числе. Если бы не этот золотой бычок, этой власти, этого благосостояния бы у императора не было. И поэтому, соответственно, что-то не так с ребенком. Вот что-то не так с ребенком, у меня есть ощущение, паж жезлов, император маленький, раньше срока родился. Нехорошее слово, не хочу говорить, но надо вам как-то это интерпретировать. Недоношенный ребенок. Раньше срок родился. Может быть, специально как-то посодействовали тому, чтобы он родился раньше срока. Вот здесь вот еще такой момент есть. Или раньше срока родила, просто так получилось. Но вот здесь что-то со здоровьем ребенка, потому что я вижу это по этой карте, по первой выпавшей. И карта умеренность нам тоже, кстати, об этом говорит, потому что умеренность в средние века называлась алхимией. Алхимия – это медицина в средние века. Вот здесь вот очень интересно. Умеренность, медицина, алхимия, ребенок, с ребенком что-то не то. Недостаточный вес, недоношенный. Родился не тогда, когда нужно родиться. Здесь вот такой момент, друзья. Но то, что в планах у них это было, это 100%. И вот Чекалина рожает ребенка. И только после родов она узнает страшный диагноз. Рак желудка 4-й стадии со множественными метастазами в органах. Почему она так поздно узнала об этом? Все дело в том, что, находясь под домашним арестом, Лерчик якобы не разрешали посещать врачей. В сети даже есть нашумевшее видео, где она отчитывает следователя в его же кабинете. Причем следователь там не видно, видно ее, как она его отчитывает. Ее снимают на камеру. Странно, что ей вообще разрешили снимать на камеру такое действие. Но мы все-таки спросим. Лерчик отчитывает следователя за то, что ей не разрешали посещать врачей, и она теперь тяжело больна. У меня вопрос. Это видео, где Лерчик отчитывает следователя, это фикция? То есть это срежиссированное видео? Это срежиссированное видео. Угу. Здесь какое-то 3 человека их было. 3 человека. Я просто хотела уточнить вот эту карту восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов это не отрицательный, это положительный аркан. Просто здесь такая карта, которую нужно уточнить. Восьмерка жезлов это когда ты заблудился, когда ты не видишь выхода, но когда выход тебе срочно нужно найти. И срочно нужно найти этот выход через вот это нашумевшее видео, которое просто буквально облетело все социальные сети. Восьмерка жезлов положительный аркан. Король жезлов. Есть какой-то мужчина. Был какой-то мужчина, который, соответственно, участвовал в этом срежиссированном спектакле. Это нереальный следователь, на которого она там кричала, обвиняла его. А, соответственно, это какой-то мужчина-актер. Их было 3 человека. Соответственно, Лерчик, девушка и, соответственно, 2 мужчин. Вот, пожалуйста, 3 человека всего. То есть это видео является фикцией, нереальным видео. Это следователь не настоящий актер. Почему еще такой момент? Потому что, вряд ли настоящий следователь даст ей право снимать все это на видео. Все-таки она обвиняемый человек. И вряд ли он будет терпеть это у себя в кабинете. Потому что на него какая-то девушка смеет повышать голос. Когда знаменитости, а Лерчик можно считать известным блогером с несколькими миллионами подписчиков, открыто заявляет в социальных сетях, что она тяжело больна, то сразу же встает вопрос, подтверждающий слова о диагнозе. То есть нужны официальные документы из больницы, которые блогер выкладывает в сеть, соответственно. Неважно, донатят ли ему, этому блогеру, его подписчики, они имеют полное право знать, болен ли человек на самом деле, потому что человек это заявляет в социальных сетях. Изначально у Лерчика этих документов не было, и не было довольно долго. Как можно озвучивать диагноз без документов? Почему сразу не предоставили документы? Потому что сначала ставят диагноз, и все документы есть уже на руках. Почему сразу Лерчик не предоставила документы, подтверждающие свой диагноз, онкологию 4-й стадии?
Документы делали, да, делали документы долго, причем это было как-то... Очень многих нужно было подкупить, еще такой момент. Карта Маг. Очень многими нужно было сманипулировать, подкупить. Очень долго делали документы. Подстроиться друг под друга, подстроиться под ситуацию, подстроиться под тех людей, которым этому помогают. Шестерка кубков что-то в прошлом. Вот прошлое не дает, или что-то в прошлом, или кто-то из прошлого, есть какой-то человек из прошлого, который смог помочь Лерчик и ее составу, соответственно, сделать эти документы. Но вот мне говорят, что именно сделали их. Не дали, не выдали, что они действительно официальные, что у нее действительно диагнозы. Мы все с вами подходим к тому, что есть ли у нее рак 4 стадии или нет вообще, да? Интересный вопрос. И здесь такое ощущение, что сделали, подделали специально. Пришлось многими сманипулировать, многим пожертвовать. Здесь есть какой-то человек из прошлого, который помог. Шестерка кубков. Ну, давайте, наконец, спросим тот вопрос ключевой, который нас интересует, за которым мы с вами все сегодня здесь собрались. Есть ли у Валерии Чекалиной, Лерчик, рак желудка 4 стадии? Если у Валерии Чекалиной рак желудка 4 стадии, если у Валерии Чекалиной, интересно, друзья мои, здесь выходит, если у Валерии Чекалиной рак желудка 4 стадии. Друзья, если вам интересно это видео, прямо сейчас поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий под видео. Так вы помогаете YouTube продвигать мои видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей. Для вас это всего 1 клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам. Итак, если у Валерии Чекалиной рак 4 стадии. Друзья мои, все отрицательные арканы у меня выпали, смерть является тоже отрицательным арканом. Смерть здесь не про физическую смерть, то, что ей смерть угрожает физически, да, а смерть, то, что ей ребенок очень помог. Снова смерть здесь беременная, трансформация полная. Беременность моя поможет мне полностью уйти в трансформацию. Смерть беременная. Смерть – это не физическая смерть, не обозначение физической смерти. 13-й старший аркан говорит о полной, тотальной трансформации. У меня было так, я начинаю жить по-новому, Паш Пентаклей. Я себя собираю по кусочкам, я начинаю жить по-новому, я прячусь от уголовной ответственности. Посмотрите, мне стыдно, я прячусь, я не знаю, что мне делать, 8 мечей. И поэтому я пытаюсь сочинить вот все, что сочиняется. Но здесь не то, чтобы сочинить, а здесь грамотно срежиссированный, спланированный спектакль. Кому не поверят, что человек болен онкологией? Это очень серьезное заявление. Это очень страшное заявление. И об этом говорит 13-й старший аркан смерть. Смерть здесь убивает своего ребенка, беременеет новым. Другие дети не нужны, но не в плане того, что Лерчик не нужны ее дети, а в плане того, что все старое уходит. Я втаптываю это старое в землю, беременею вновь, и у меня начинается новая жизнь. Я прячусь. Или я не хочу больше прятаться. Помогите мне, пожалуйста, я в затруднительной, безвыходной ситуации. Все арканы, абсолютно все арканы отрицательные. Ни одного положительного, который указывал бы на ее болезнь. Паш Пентакли говорит о том, что я начинаю все с нуля. Я надеваю на себя маску и переобуваюсь в воздухе, как говорится. Поэтому здесь я не вижу болезни. Но давайте посмотрим, есть ли сейчас у Валерии Чекалиной другие физические заболевания. Ну, помимо того, что вот рак желудка 4 стадии, которого нет. Есть ли у Валерии Чекалиной сейчас другие физические заболевания? Нет. Апатия, депрессия может быть. Может быть апатия, депрессия. Это может быть, действительно. Может быть, какие-то ментальные заболевания. Есть ли какие-то заболевания физические сейчас у Валерии Чекалиной? Эмоции. Много эмоций, которые она сдерживает, которые она не может выплеснуть. Кубки – это эмоции. 4 кубков – это эмоции. Туз кубков – это эмоции. Это желания, которые мы сдерживаем в себе. И обратите внимание, что девушка на карте темнокожа. Не белая кожа у девушки, а темная. Девушка что-то скрывает. У девушки на плече символ Луны. А Луна – это символ сокрытия чего-то. Плюс ко всему на карте у нас полная Луна. Человек по этой карте, туз кубков, может иметь различные заболевания ментального характера. Именно ментального, не физического. Психопатические какие-то расстройства, психологические расстройства. Это мы сейчас выясним в следующем вопросе. Туз кубков и 4 кубков нам отвечают, что физических заболеваний как таковых нет. Все построено и выстроено на эмоциях исключительно. Именно эмоционально. Здесь еще могут быть, конечно, проходить по тузу кубков проблемы с кровотворением, с кровообращением, такое может быть, но это никак не соотносится с раком 4 стадии желудка. Никак. И вот теперь мы с вами посмотрим, есть ли у Валерии Чекалиной заболевание психологического, психопатического спектра. Это очень важно понять, так как понимание этого может выстроить перед нами цельную картину. Почему Лерчик ведет себя так, почему она это делает, почему обманывает людей. Может быть, человек психически нездоров. Ментально нездоров. Это никак, конечно, не уводит ее от ответственности, но тем не менее. Есть ли у Валерии Чекалиной заболевание психологического, психопатического спектра? Есть ли у Валерии Чекалиной заболевание психологического, психопатического спектра? Сразу заболевания вышли. Карта умеренность. Напоминаю, что умеренность – это медицина в прошлом. Карта алхимии была в средние века. Карта звезда, карта умеренность, карта мир и карта 2 кубков нам выпала.
Давайте сразу по каждой карте пройдемся. Карта «Мир». Что у нас здесь карта «Мир» обозначает? Здесь заключенный человек. Змея Уроборос, творческая энергия здесь идет от русалки. Здесь русалку охраняют звери, рыбы, змеи и так далее. Так вот, карта «Мир» здесь обозначает человека заключенного. Клаустрофобия. Клаустрофобия. Не могу находиться в местах узких, да, то есть какие-то проходы, какие-то лозы, узкие места. Это такое психологическое заболевание. Нормально. Абсолютно не относится к нашей теме, но оно просто вышло. Двойка кубков. Очень интересный момент. Стокгольмский синдром присутствует. Я думаю, что все знают, что такое стокгольмский синдром. Почитайте, пожалуйста, в интернете. На этом останавливаться не будем сейчас. Карта умеренности, карта звезда. Умеренность сама по себе обозначает медицину. Здесь есть моменты, когда ты всю себя отдаешь кому-то и жертвуешь собой. Жертвуешь собой в угоду своему творчеству, в угоду своему контенту, что происходит сейчас с Валерией. То есть жертвенность, самопожертвование, жертвование собой. Все, что угодно отдам, лишь бы обо мне думали хорошо. Вот так. Все, что угодно отдам, всю себя отдам, лишь бы обо мне думали хорошо. Из-за этого я заболеваю. Из-за этого у меня стресс. Потому что карта умеренности, карта звезда – это человек с рефлексией. Человек со стрессом. Рефлексия, ипохондрия здесь присутствует. Ипохондрия, когда человек сам себе придумывает заболевание. Вот это тоже очень интересно. На таком человеке можно спекулировать грамотно. Грамотно проманипулировать, если есть такие люди рядом с Лерчиком. Я не говорю, что Лерчик совсем не виновата, но ощущение такое, что кто-то за этим еще стоит. Давайте дальше смотреть. Мы с вами увидели, что все, что сейчас происходит с Лерчик, это не более чем фикция. Не побоюсь этого слова. Сейчас важно понять, кто за этим стоит. Сама Лерчик. Кто стоит за срежиссированным спектаклем с онкологией Лерчик? Сама Лерчик или какие-то другие люди? Какие-то другие люди. Сразу выходит карта влюбленные. Влюбленные у нас здесь не обозначают любовь, у нас здесь влюбленные не обозначают даже выбор. В какой-то степени да, в том числе. У каждого человека есть свой выбор. Но карта влюбленные здесь обозначают человека, который запудрил другому человеку мозги. Созависимые отношения. Обратите внимание, что мужчина целует девушку, они занимаются любовью, а девушка прикрыла глаза, она ему полностью доверяет, а вот мужчина бдит. И здесь змея кусает мужчину за ногу, говоря о том, что мужчина здесь врет. Какой-то мужчина рядом с Лерчик, либо любой другой человек, который манипулирует Лерчик и, соответственно говоря, режиссирует весь этот спектакль. Потому что у Лерчик глаза полностью, посмотрите, на этого человечка с нарциссическим расстройством личности, полностью затуманен взгляд. Глаза полностью затуманены. Она не совсем понимает и не всегда понимает, что она делает. Здесь есть заболевание нарциссическое расстройство личности. Мы с вами уже вытянули несколько заболеваний ментального характера, но тем не менее оно здесь выходит. Ей нравится быть в окружении толпы. Ей нравится, когда на нее смотрят. И неважно, будут про нее плохо говорить или хорошо говорить. Понимаете, да? Жертвую собой в угоду кому-то. Вот, пожалуйста, самопожертвование. Карта влюбленные. Здесь созависимые отношения. Кто-то режиссирует весь этот спектакль. И это один человек или много человек? Как минимум 4. Как минимум 4, Лерчик 5. Но это как минимум. Плюс ко всему мечи говорят о власти. Властимущие люди. Люди не просто так. Не просто блогеры. То есть не просто люди со двора пришли и режиссируют весь этот спектакль. Это люди, которые имеют какую-то власть, какую-то защиту, по крайней мере. Карта 4 мечей, мечи всегда об этом говорят. Продуманные люди. Какие цели преследуют те, кто стоит за спектаклем, связанным с онкологией Лерчик? Заработать деньги на лечение Лерчик. Кто-то скидывает донаты Лерчик, это правда. Заработать деньги на лечение Лерчик. Одна из целей. Не совсем, далеко не деньги. Не именно заработок денег. Ну хорошо, может быть тогда заработок на косметической продукции. Она же все-таки выпустила косметическую продукцию. Не на лечение Лерчик, хорошо, а заработок на косметической продукции. Потому что я думаю, что продукция и спрос на эту продукцию очень сильно возрос с ее болезнью. Заработать на косметической продукции Лерчик. Да, однозначно. Это новое начало чего-то по жезлов. И, соответственно, опять помните, да, бычок вышел у нас символ благосостояния, благополучия и финансов. Заработать на косметическом бренде, на еще каком-то бренде, по-моему, на одежду, что ли, открыл. Напишите мне в комментариях, не помню. Вот косметический точно знаю, что там блеск для губ есть. Больше там ничего не знаю. Вот по жезлов и император — это заработать на косметической продукции. Продвижение новой вакцины от рака. Вот это очень интересно всем, я думаю. Какие цели преследуют те, кто стоит за спектаклем, связанным с болезнью Лерчик? Продвижение новой вакцины от рака. Продвижение новой вакцины от рака. Через время будет, друзья мои, не прямо сразу, а через время, через какой-то промежуток времени, вполне возможно, по повешенному, Лерчик излечится. Тут у меня выходит карта. Карта башня. Подействовать на умы человечества. Потому что башня, обратите внимание, куда бьет солнечный луч, куда бьет, либо это солнечный луч, либо это какой-то инопланетный корабль, куда бьет в голову. Башня всегда гниет и сыпется с головы.
подействовать на умы человечества через голову, через время. Какой-то прорыв, посмотрите, рыцарь жезлов, какой-то прорыв будет в медицине, в человечестве узнает об этом. Вполне возможно, что Лерчик выздоровеет. Хорошо, или может быть что-то другое, какая-то другая цель. Какие цели преследует тот, кто стоит за спектаклем, связанным с болезнью Лерчик? Может быть что-то другое. Что-то воскресить, что-то возродить. Возродить что-то. Поднять буквально мертвого с могилы. Обратите внимание, здесь архангел Гавриил трубит в трубы. Ну, я же говорю, что-то про вакцину от рака. Поднять буквально мертвого с могил. Поднимайтесь, мертвые, вставайте, вы больше не мертвые. Вы больше не больные люди. Обратите внимание, это спекуляция такая. Карта страшного суда. Страшный суд еще может обозначать отмыв денег, в том числе тех денег, что с косметической продукцией, может быть, падают. Потому что не столько на лечение там идут деньги, сколько вот закупка ее брендов, которые она открыла во время болезни. А цель самой Лерчик. Понятное дело, что кто-то за этим стоит, и у них есть свои цели. Цель самой Валерии Чкалиной. Какая ее главная цель? Получить что-то любой ценой. Любой ценой. Чтобы было как раньше было. Чтобы было как в прошлом. 6 кубков. А то мне так тяжело сейчас. Я хочу уйти из этой десятки, и после десятки начинается карта двора. Вот сейчас или перед тем, как она заболела, ей было очень тяжело, 10 жезлов. А я уйду во что-то новое. Я обновлюсь, я уйду. Помните, карта смерти выходила, трансформация. Сила любой ценой добиться чего-то. Стать новой, стать усовершенствованной. И возродить все, как было. 6 кубков. Пожалуйста. Мы выяснили, что у Валерии Чкалиной есть некоторые психологические заболевания, скажем так, ментальные особенности. И вот интересно мне, используют ли эти особенности, вот эти психологические заболевания Лерчик, те, кто управляет ей и этим спектаклем, связанным с ее болезнью. Ей манипулируют, угрожают, может быть. Она сама этого хочет, ей самой в кайф это все, то, что происходит сейчас. Давайте узнаем, тоже интересно. Итак, используют ли психологические особенности Лерчик те, кто управляет этим спектаклем с ее болезнью? Используют ли? Используют ли ее? Но она сама вышла. Используют ли? Манипулируют ли ей? Да, абсолютно точно, постепенно, потихоньку, шаг за шагом, так очень не торопясь, чтобы она ничего не поняла. Особенно играют на ее эмоциях и чувствах. Королева мечей. Здесь женщина хоть и рациональная, но крайне обидчивая. Обиделась она на целый свет и хочет всем отомстить, королева мечей. И вот они этим самым играют на ее эмоциях. Колесница здесь, обратите внимание, очень рациональная. Повернута к нам правой стороной, здесь отсутствуют абсолютно эмоции, они только на рационализме действуют. И, конечно же, ей манипулируют. Очень тихо, постепенно, тихим сапом. Здесь колесница не торопится, как в колоде классической. Здесь колесница потихонечку подползает. И она этого даже не ощущает. Хорошо, ей манипулируют. Ей угрожают, может быть, Лерчик, те, кто управляет ей этим спектаклем. Да нет, угрожать-то ей не нужно. 6 пентаклей, она все сама сделает. Денежку здесь платят, ресурс ей дают. Такой, какой нужно, такой, какой необходимо. И, в принципе, угрожать не нужно. Она сама этого хочет. Вот то, что она сейчас делает, Лерчик, ей это в кайф, ей это нравится, то, что она делает. То, что она говорит, то, что она делает, обманывает людей. Ей это как вообще? Ей самой это нравится? Она в этом очень прекрасно себя чувствует, как рыба в воде, королева кубков. Ей нравится дарить эмоции. Она не то, чтобы... Королева кубков здесь говорит, да нет, я не то, чтобы вас обмануть хочу. Мне просто нравится вам эти эмоции дарить. Я же вижу, как вы эмоционируете по моему контенту. И семья у меня вновь, и детишки. А я же знаю, что меня больше смотрят семейные люди. Самое главное, чтобы была семья, самое главное, чтобы была пара. Вот одна я неинтересна. У нее такое ощущение, как будто бы чем больше детей и другой партнер, если даже сейчас этого партнера нет, допустим, Артем ушел, другой пришел. И, соответственно, она знает прекрасно, что людям этот контент нравится, он заходит. И, соответственно, она это делает, конечно, из своих желаний. Но вот здесь есть такой момент, что что-то ей не нравится все-таки. Что-то вот она не договаривает, что-то ей не нравится. Может быть, она сделала бы немножко по-другому, но есть свои продюсеры. И она говорит по повешенному, я просто выжидаю время. Вроде как деньги дают, ресурс идет, я просто выжидаю время. Когда я вновь заново перед вами откроюсь. И когда я вновь буду мозгом всей вот этой программы, всего вот этого спектакля. Ей, конечно, не очень нравится, что она не на первых ролях. Хотя все время говорят только про нее, но она считает, что она не на первых ролях. И из-за этого она немножко обижена, скажем так. Выяснив, что диагноз, который предписывают Лерчик, не является правдивым, мы все же, глядя на ее внешний вид, понимаем, что человек изменился. И обмануться здесь действительно очень легко. Этот расклад должен был выйти уже месяц тому назад. Но когда мы увидели то, что у Лерчик опухшее лицо, и думали, что он действительно проходит какие-то курсы химиотерапии, мы подумали, что расклад этот делать не будем. Человек действительно болеет, хотя на картах выходило вот прям, нет. Нет у нее болезни. Но я же вижу, я своим глазам-то верю, понимаете? И вот получилось так, что я отложила на время этот расклад.
Пока не началась очевидная ахинея со спортзалом, о котором мы с вами сейчас чуть попозже поговорим. Пока не началась очевидная ахинея вот с 5-й химиотерапией, где она просто великолепно выглядит. Я так великолепно не выгляжу. Уставшие синяки под глазами, как выглядит Валерия с 4-й стадии рака. И поэтому мы решили все-таки сделать этот расклад и, соответственно, не обманулись. Так вот, Лерчик сначала выглядела очень худой, заостренные скулы, прям действительно человек истощен. Но истощен именно на лице. Обратите внимание, что фигура ее выглядит очень аппетитно, как у девушки, которая ходит в спортзал. Вы когда-нибудь видели человека с 4-й стадией рака? Я видела. Меня обмануть в этом очень сложно, потому что я видела. И видела ни одного человека, ни двух, ни трех. Работала с такими людьми. Поэтому, поверьте мне, я могу понять, о чем речь. А затем у нее раздуло лицо. Ну, то есть лицо отекло, лицо опухло, действительно, как будто она принимает какие-то препараты, как будто она действительно посещает курсы химиотерапии и так далее и тому подобное. Все-таки вопрос, каким образом Лерчик так меняла свой внешний вид лица, именно лица, повторюсь, так как само тело выглядит вполне нормальным, здоровым телом девушки, которая занимается в спортзале. Давайте узнаем. Каким образом Лерчик, каким образом у Валерии Чекалиной так менялся внешний вид лица? Сразу выходит обман. Я вас обманула, перехитрила и пошла дальше. 5 мечей. Мечи – это что-то острое. Какие-то уколы, какие-то программы, может быть, у косметолога. 5 мечей – это обман чистой воды. Человек уходит, показывает язык и говорит вот так вот. А вы что хотели? Мечи здесь выходят, уколы какие-то, уколы, инъекции. Что-то, что может раздуть, и что-то, что может чертить скулы. Вот углы Джоли сейчас делают, очень модно. Пожалуйста, вот очень похоже было. Но именно цвет лица, кожу у больных онкологией людей, вы когда-нибудь, я думаю, что видели, вот этот вот желто-зеленый цвет лица, когда бедные люди болеют, и когда просто ничем невозможно это загримировать, у нее такого нет. Можно, конечно, наложить грим, но карты говорят сами за себя. У человека 2 разрушенных позвонка, ну, как нам говорят. Слепота на 1 глаз. Невозможность самостоятельно ходить. Ее там катали на коляске, сейчас, по-моему, она самостоятельно ходит. Вот весь этот спектр, который приписывают Валерии Чекалиной, помимо 4-й стадии рака, это все есть в официальных источниках. Сейчас ничего не придумываю, друзья мои. И вот давайте обратимся к эмоциональному обрезанию волос, совершенно здоровых волос, по моему мнению. Опять-таки, по моему, сейчас мы посмотрим, что карты скажут. Мы видим на видео, где она обрезает волосы, что они не лезут, они крепко держатся у нее на голове. Когда человек проходит химиотерапию, они у него просто вот слезают пучками. То есть она нам не показала, что они у нее пучками слезли. Здоровые, сильные волосы. Они не выпадают. Давайте узнаем, почему она сбрила вот так вот волосы на камеру. Ну, понятное дело, чтобы ей все поверили, это ясно. Но давайте узнаем, волосы у Лерчик действительно лезли, что она их сбрила. Ну, это работа такая, работа по устранению улик. Давайте так, это улики. Нужно улики зачистить. Обратите внимание, что все то, что делает здесь человечек, все пентакли, все ресурсы, а волосы – это тоже наш ресурс, друзья мои. И это накопитель нашей информации на нашей голове. Опять-таки, все нужно сжечь, все нужно в топку, все нужно убрать, все нужно снести. Это улики чистой воды. Работа такая у меня, говорит Лерчик. 8 пентаклей. Волосы не лезли. Некая девушка засняла Валерию Чекалину в элитном спортзале, когда та занималась силовыми тренировками при разрушенных 2 позвонках, на минуточку, и совершенно ослабленном организме после сеансов химиотерапии. По-моему, после 4-й химиотерапии ее увидели в спортзале. Вопрос. Лерчик и те, кто режиссирует этот спектакль с ее онкологией, специально создали такой прецедент, чтобы ее засняли в спортзале. Ну, невозможно же, да? Но если ты, очевидно, врешь людям, если ты хочешь, чтобы они тебе верили, то ты снимешь отдельный спортзал и будешь там заниматься, чтобы тебя никто не снял. Очевидно, что тебя кто-то заснимет. Ну, это бред просто, согласитесь. И вот они специально провоцируют людей, создают информационный шум. Специально ли они делают это? Конечно. Посмотрите, тут ведьмочка тычет волшебной палочкой в дерево. Дерево – это ресурс, они питаются нашими эмоциями, они питаются вашими эмоциями. Будь то негативные, будь то позитивные, чаще всего негативные, конечно. Что дерево растет от своей собственной крови. На корнях дерева кровь. Ведьмочка тычет волшебной палочкой и говорит, ну что в этот раз, ты мне дашь свои ресурсы, ты мне дашь свои пентакли. Пентакли – это не только деньги, друзья. Пентакли – это наше время, энергия, эмоции. Они делают это специально для того, чтобы качать говах с людей. И это очевидно. Помимо заинтересованности и целей, которые мы с вами озвучили, у них есть еще питание человеческими эмоциями. Это очень важно. Негативными и позитивными не суть важно. Самое главное, чтобы о Лерчик говорили. Интересная фигура Луис, о котором мы с вами уже начали говорить в этом видео. Луис – это хореограф Валерии Чекалиной, ее нынешний партнер по официальным источникам, отец 4-го ребенка. Он повсюду с ней, снимает с ней видео, нежно целует ее, поддерживает Валерию, когда она едет в больницу, ведет ее страницы в соцсетях, и, по-видимому, у них любовь.
Но давайте узнаем, так ли все на самом деле. Кто же такой этот загадочный Луис? Давайте сначала узнаем, Луис – это его реальное имя. Луис – это его реальное имя. Неполное имя. Неполное имя, реальное, но неполное имя. Такое ощущение, что он то ли стыдится, в какой семье он вырос, то ли вот чего-то стыдится. Сила здесь еще стыдится своего детства или стыдится своего происхождения. Не хочу об этом говорить, он говорит. Я не хочу об этом говорить. Для меня это все умерло. Девушка находится на кладбище. Здесь надгробные плиты. Он очень эмоционально воспринимает либо свое детство, либо прошлое свое. Вот здесь вот об этом речь. Хорошо. А кто он вообще такой, Луис? Мы знаем о нем, что он якобы хореограф по танцам. Сейчас мы это узнаем. Действительно ли он танцор? Кто вообще такой Луис? Грамотный манипулятор. Знает, как ходить правильно. Вот знает, как правильно и что расставить, как сманипулировать, как срежиссировать, продюсер. Человек, который может несколько дел одновременно делать. Не устает абсолютно от этого. Сам себе на уме. Человек, который все делает специально на камеру. Обратите внимание, что маг находится на сцене, и здесь 3 тени, которые на него смотрят. Но он сосредоточен конкретно на себе. Он очень эгоистичен. Он думает только о себе на данный момент времени. Но он все успевает. Несколько рук у него, как у божества Шивы, тоже несколько рук. Он считает себя вот неким эталоном в том плане, что он намного способен. Он считает, что он молодец, в принципе. Я не вижу его какой-то руководящей фигуры. Я вижу, что он, да, продюсирует, но за этой фигурой еще кто-то стоит. Хорошо, а является ли Луис действительно преподавателем по танцам? Он такой обольститель, хитрец. Очень много женщин у него, или много женщин от него могли забеременеть тоже в том числе. Здесь человек, да, является преподавателем по танцам, но это его хобби. В основном он делает это для того, чтобы кого-то обольстить, кого-то привлечь или познакомиться с тем, от кого он будет потом иметь какую-то выгоду. Вот, соответственно, он познакомился с Валерией Чекалиной. Вполне возможно, что познакомились они не там. Ну а какие вообще у Луиса реальные взаимоотношения с Лерчик? Какие у Луиса реальные взаимоотношения с Лерчик? Какие у Луиса реальные взаимоотношения с Лерчик? Он держит семейный бюджет, руководит чем-то, руководит ей в первую очередь и дает ей какую-то вот такую вот как подачку. Да, 6 пентаклей. У человека здесь много-много пентаклей за спиной, но как такую маленькую подачку ей дает. Он ее продюсирует, и он все имеет. Такое ощущение, что он пересчитывает доходы, он занимается финансами, доходами в семье, если они вообще семья, мы сейчас посмотрим. Он является ее руководителем, продюсером в первую очередь. Я не вижу между ними каких-то любовных взаимоотношений пока. Какие взаимоотношения между Луисом и Лерчик? Документы. Причем что-то несправедливое для кого-то одного. Я смею подозревать, что для Лерчик. Как-то несправедливо подписаны документы. Какой-то договор у них есть. Если это брак у них, действительно, у них брачный договор есть. Если это не брак, то у них какой-то договор, как у продюсера и человека, который, соответственно, он продюсирует. Здесь есть какие-то договоренности, причем на бумаге. И он получает какие-то хорошие дивиденды с этого. Являются ли Луис и Лерчик парой? Являются ли Луис и Лерчик парой? Они вместе, пока им выгодно и удобно. Это не про любовь. Это не про любовь, это даже не про интим. Тут даже дьявола не вышло. Это про выгодное взаимосотрудничество, взаимоотношения. Это желание. Желание каждого вот здесь. Аладдин трет лампу, и выходит джин. Чего желаете, хозяин? Чего изволите? И вот 9 кубков нам говорит о желаниях. Я исполняю с тобой свои желания, и ты со мной. И карта смерти, если ты мне потом не пригодишься, я тебя вычеркну из своей жизни. Карта смерти нам уже выходила сегодня. Интересы Луиса во всем этом спектакле, который сейчас происходит с онкологией Лерчик. Какие интересы Луиса? Деньги, деньги, деньги и возвыситься. Вот я говорю, у него почему-то есть такой пунктик, он не любит говорить о прошлом и не воспринимает своего настоящего имени. Настоящего, полного имени, своего происхождения. Он хочет выйти из этого. Он хочет выйти и обогатиться за счет женщин. Королева Пентаклей. Потому что сам не может, потому что он неизвестен, его не знают за счет женщины, за счет детей. Или за счет ребенка, да, опять-таки. Карта сила говорит о том, что он с усилиями, усилия прилагает для всего этого. И что-то ему категорически не нравится, возможно, в Лерчик, потому что мы говорим о ней, и об этом деле. Но он все равно делает, потому что это выгодно для него. Его интересы целый старший аркан, сила и королева Пентаклей. Но любви я здесь не вижу. Луис – это нынешний, по официальной информации, мужчина Лерчик. Ну а как же Артем Чекалин? Недавно все узнали о том, что Артема Чекалина посадили на 7 лет. Давайте узнаем, действительно ли это правда. Действительно ли? Переворачивается сразу 3 кубков. Здесь есть какие-то договоренности, я сразу вижу 3 кубков. Чему-то радуется человек, Артем Чекалин в данном случае. Действительно ли Артема Чекалина посадили на 7 лет? Это правда? Неправда? А что, почему неправда? Действительно ли Артема Чекалина посадили на 7 лет? Тут такой момент.
Интересный момент. Артем Чекалин нужен как информатор. Каким образом он будет это делать? Какую информацию он будет доносить? Но доносить информацию он будет именно о женщине. Ну, я догадываюсь, что это за женщина. Это Лерчик, королева жезлов. Королева жезлов – яркая, импульсивная, темпераментная, находчивая, творческая женщина. Информатор. Туз жезлов, он что-то еще не доделал. Артем Чекалин. Здесь туз жезлов – это ребенок, который родился, но он еще находится на стадии рождения, вылупления из горохового стручка. Это что-то недоделанное. Есть какая-то цель, для чего им нужен сейчас Артем Чекалин. Они манипулируют им, органы, король мечей, и он нужен им как информатор. Для чего, для какой информации, я не могу сказать. Если хотите узнать поподробнее, заходите ко мне в телеграм-канал, зададим там эти вопросы, и, соответственно, это будут дополнительные вопросы к раскладу. Он нужен как информатор. И такое ощущение, что они держат его около себя. Но здесь речь не про тюрьму. Здесь речь о том, что он нужен рядом с кем-то. Органы власти здесь действительно есть, но он нужен для чего-то другого. А вообще Артем Чекалин, предлагали ли ему каким-либо образом участвовать в этом срежиссированном спектакле «Онкология Лерчик»? На какой-то из ролей. Предлагали ли Артему Чекалину участвовать в этом спектакле с онкологией Лерчик? Там же каждый играет свою роль. Предлагали ли ему? У него не было выхода или не было возможности согласиться. Он нужен для чего-то другого. Не предлагали, он, соответственно, не участвовал. Вот его творческая энергия, его творческий порыв, или вообще он, в принципе, сам необходим для того, чтобы вот его где-то сейчас держат, но не в заключении, поймите правильно. Его где-то держат как информатора для чего-то. Ну а сама Лерчик, по слухам, планирует уехать лечиться за границу, откуда вполне возможно может уже не вернуться. Очень удобно. Давайте узнаем, действительно ли в планах Лерчик уехать лечиться за границу. Нет, сейчас таких планов нет, потому что как будто бы все пошло не так, как она планировала изначально. Все перешло в десятку кубков, началось что-то совершенно новое. И у нее никто не спрашивал. Ну, тут ощущение такое, что она вылечится вполне возможно здесь, в России. Ну и давайте узнаем дальнейшую судьбу Лерчик. Что в ближайшее время появится о ней в информационном поле и что будет на самом деле. Потому что говорят нам одно, как выясняется, да, а совершенно другое происходит. Дальнейшая судьба Валерии Чекалиной. Что в ближайшее время появится о Валерии Чекалиной в информационном поле. Ну, что девушка восстановила свои силы. Что все хорошо, что пошел прогресс, что от вот такого человека, обратите внимание, что здесь человек без волос, вот от такого человека она постепенно, паж Пентаклей, превратилась в королеву жезлов, а затем в королеву Пентаклей. И все у нее хорошо, и с бизнесом все ладится, и все прекрасно. Это в информационном поле. А как на самом деле будет так? Как на самом деле будет? На самом деле ей точно так же будут дальше манипулировать. Она для чего-то будет нужна, потому что она будет вот под стражей не в прямом смысле слова в тюрьме, а под стражей тех людей, продюсеров, которые сейчас ее продюсируют, и тех людей, которые вообще срежиссировали весь этот спектакль. В чем-то ее, кстати говоря, могут обмануть, но в целом настроение достаточно веселое и радужное, друзья мои. Вот как-то так. Это в информационном поле. И на самом деле, что будет? Что же карты показали нам про Лерчик? Вся эта история, начиная от приостановленного судебного заседания до болезни, не что иное, как хорошо срежиссированный спектакль. Люди точно поверят в страшный диагноз. Однако здесь же карты четко говорят, Чекалина является марионеткой. Она попала в зависимое положение и стала идеальным инструментом для манипуляций. За самим спектаклем стоят влиятельные люди, которые имеют свои интересы от этой истории. А ее возлюбленный Луис, в чью любовь не стоит верить, это человек, который необходим для пиара Валерии и ее болезни. Ведь за каждым успешным продуктом стоит хороший продюсер. Пока миллионы верят и шлют донаты, кто-то пересчитывает прибыль от самого успешного шоу в Рунете. Для того, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, происходящих в мире, знать ответы на многие вопросы и получать интересную и доступную информацию от карт Таро, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где вас ожидает общение со мной и моими подписчиками и ответы на важные и волнующие вас вопросы, которые я публикую только в телеграм-канале. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к видео. А с вами была я, Сабина, и мой канал Энергия Таро. Всем пока!